Представители техничного рестлинга превзошли все ожидания. AJ Styles доказал то, что уже не в силах работать так, как в первый год своего пребывания в WWE. Один матч за решеткой побудил к разговорам о возрождении командного дивизиона SmackDown, а второй, и главный в этот вечер, с легкостью заставит уйти заниматься другими делами. А теперь обо всем поподробнее. Бонжур, дамы и господа, с вами Unfoxgiven. Поехали! На кик-оффе мы увидели многих участников предстоящего шоу, каждый из которых уверен в своем успехе. Больше всех внимания привлек R-Truth, решивший, что сегодня WrestleMania, и пришедший поболеть за кумира своего детства Джона Сину. Вместо Elimination Chamber ведущие на полном серьезе начали обсуждать с ним WrestleMania. А на ринг вновь первыми идут Viking Raiders, противостоять которым почему-то будут Зак Райдер и Курт Хоукинс. В очень коротком матче из ниоткуда явные андердоги завладели инициативой и немного помяли Эрика. Как только Тэг получил Айвор, он в фирменной манере легко расправился с двумя оппонентами. В финальном отрезке Эрик перекинул Райдера через себя так, что в Роу Райдер угодил Хоукинс, а команда супертяжеловесов вышла на победный Viking Experience менее чем за 5 минут в поединке, не вышедшем за грань обыкновенного забивания эфирного времени на 1,5 звезды. В открытии шоу Дрю Гулак попытался сыграть на слабостях Дэниела Брайана, которые он заранее изучил. Нетипичный для WWE матч начинался с обилия мат-рестлинга, идеей которого стало то, что Гулак знает, как поведет бой Брайан, и может дать ему отпор. Агрессия нарастала, и, держа Брайана в Head Scissors, Гулак даже проводит короткий пайл-драйвер, как назвали это комментаторы. В дальнейшем он не гнушается наносить ущерб шее Дэниела, с которым у оного были большие проблемы в прошлом. Во время обоюдных попыток вертикального суплекса оба участника вылетают за пределы ринга. Подобные моменты смотрятся великолепно. Брайан проводит драгон суплекс. Гулак отвечает 2 немецкими суплексами. При втором Брайан очень рискованно приземляется на затылок. Провести фирменный клоузлайн с разбегом от тернбакл Брайану удается, на что Дрю отвечает обратным суперплексом и сразу фиксирует Драгон Слипер. Концовка весьма достойного поединка двух технарей, что в данный вечер для многих стало неожиданностью, оказалась не слишком реалистичной. После таких атак на шею Брайан слишком резко зафиксировал Yes-Lock, а Гулак не смог продолжить матч спустя 14 минут 20 секунд. 3,5 звезды. За кулисами Бобби Рут обещает, что их победа будет absolutely glorious. Адольф Зиглер намерен посвятить ее своей малышке Мэнди Роуз и украсть шоу. Латинские разборки продолжаются, на сей раз за титул чемпиона США. Андраде чуть не вырывает победу уже на первых секундах после бэк-элбоу. Претендент перехватывает инициативу, и тут я понимаю, что Карию не бочит кроссбади с разворотом, а целенаправленно вылетает в соперника головой. Выглядит прием глупо, потому что вероятность перелома шеи выше, чем нанесение урона сопернику. Во время доминирования Андраде темп матча провисает. Но вот Карию перекидывает чемпиона за пределы ринга, завершает серию приемов спрингборд энзигери. После супер-хурикан-раны следует удержание до 2, а мунсолт не проходит, и уже следует удержание до 2 после метеора от Андраде. Зелина Вега вновь поднимает маты. Хэммерлок DDT не удается. Карию перекидывает чемпиона через себя и добавляет сомерсолт планчу. После реверса кроссбади
следует серия попыток сворачивания. Ну что, в этот раз Умберто возьмет верх? Нет, опять на те же грабли. Правда, для успешного удержания Андрадо пришлось придержать оппонента за штаны. И это титульная защита спустя 12,5 минут в большей частью динамичном поединке с некоторыми отсылками к предыдущим матчам мексиканского квартета на 3 звезды с четвертью. За кулисами AJ Styles говорит, что Андерсон и Гэллоус сегодня будут в его углу, а на вопрос о том, насколько честным можно считать такой матч, отвечает, что матч против него не может быть честным, ведь он феноменален. Первый матч Elimination Chamber. За командное чемпионство SmackDown. Начинали парни не слишком внимательно. Прыжки с канатов забочили Кофи Кингстон и Гран Металлик. Позже собрались, и мы увидели большое количество слаженной командной работы и опасных трюков. Всех больше удивили лучи хаус-пати. На одной из камер развернулось побоище за вершину, в результате которого Дорадо провел кроссбади на Уса, а Металлик сомерсолт на Нью Дэй. Чемпионы, войдя в клетку, выглядели максимально уверенно, действуя сообща. А после хурикан-раны с вершины камеры от Металлика зрители заскандировали «This is awesome». Забравшись на вершину клетки, Дорадо сотворил самый сумасшедший момент вечера, прыгнув на толпу печатью метеора. О май гуднес! Погоня Дозовица за Зиглером приводит еще к одному сомерсолту с камеры уже от 130-килограммового Такера. Дольф увернулся от бегущего на него Отиса, и тот, пробив камеру, упал за пределы клетки. Эксклюзивный момент для данного типа матчей привел публику в восторг. Такер в одиночку продержался недолго, но и участие в матче команды Зиглера и Руда закончилось после двойного сплэша с камер от Уса. Команды фейсов слишком сконцентрировались друг на друге, и промах Кофи кроссбади с камеры приводит к успешному удержанию от чемпионов. После двойного сплэша с тёрнбаклов последовало обоюдное удержание до 2. Чемпионы имели шансы на победу после Skull Crushing финале и Starship Pain, но одержали победу, только завладев численным преимуществом спустя 33 минуты в отличном матче Elimination Chamber без существенных провисаний, с грамотными разрывами удержания от участников соответствующих команд, с вниманием к сюжетной линии Зиглера и Дозовица и с огромным количеством прыжков с камер. 4 звезды. За кулисами Наталья говорит, что сегодня даст волю своему наследию, потому что считает Бет Феникс и Эджа своей семьей, а семья для нее все. Матч без дисквалификаций. Стайлз вроде бы все делал правильно, работая над левой ногой оппонента, тем самым пытаясь обезопасить себя от главного оружия страйкера. Однако отвечал Блэк зачастую именно ударом колена. Выбраться из Calf Crusher Алистеру удается благодаря лежащей неподалеку палке кендо. Стайлз провел Flying Forearm через 3-й канат и Brainbuster с удержаниями до 2. Забрался на тёрнбакл, но Блэк вновь атаковал его коленом, взбежав на канаты. Момент эффектный, но особенно нереалистичный. После спрингборд мунсолта и немецкого суплекса последовали удержания от Алистера до 2. Экстрима в матче мало. В основном все ограничивается редкими ударами палкой кендо и несколькими ударами стулом. Но момент с ударом Стайлза о комментаторский стол и проломом уже застоявшегося рядом стола после метеора выглядит внушительно. Блэк подготовился к черной мессе, но на него напали Карл и Люк. Все закончилось Мэджик Киллером. Когда Стайлз готовился закончить матч Phenomenal Forearm, погас свет, и появился Гробовщик, держа за горло Карла и Люка. Он поймал Стайлза на чоук-слэм,
А Алистер все-таки провел победную черную мессу спустя 23 с лишним минуты в матче, который был нужен прежде всего для продолжения фьюда Стайлза и Гробовщика, отчего оказался неоправданно затянутым, медленным и слабым по уровню мотивации соперников на выигрыш, достойным лишь 2 звезд с 3 четвертями. Уличной наживе нужен дым. Никто не возражает, потому что на очереди их титульная защита. Постепенно раскачал ход поединка Монтес Форд, который провел Мерфи кроссбади, снэп DDT и стендинг мунсолт. Сомерсолт планча пройдет или нет? Наконец-то проходит. На из-под-тишка атаковавших Форда авторов боли напали викинги. И почему они все-таки бились на кикофе против Райдера с Хоукинсом? Получив тег, Доукинс завершает серию приемов бульдогом, а уже становящийся привычным слайсд Брэд с разбегом об партнера победу наживе не приносит. Хилы отвечают, опять же, привычным комбо из кика и бакл-бомбы. Мерфи добавляет метеору, удержание до 2. Доукинс ловит Роллинса во время попытки суицид-дайва и проводит эксплодер-суплекс на маты. После Tower of Doom у парней не так много сил продолжать бой. Тем более Мессия не вовремя отвлекся на вышедшего поесть попкорн Оуэнса. Мерфи ловят во время Сомерсолт планча, швыряют в ограждение и добивают спайнбастером и фрог-сплэшем. Титульная защита спустя 18,5 минут и хорошее завершение маленького фьюда в матче, который превзошел предыдущее, хотя что-то из него мы уже могли видеть ранее. 3 звезды с четвертью. После матча Оуэнс проводит станнер Роллинсу и посыпает попкорном страдающего Мерфи. Перед матчем за межконтинентальный титул Сами Зейн убеждает партнеров в том, что несмотря на то, что раньше ни один его волосок не упал с головы от рук Брона Строумана, сегодня он готов встретиться с ним лицом к лицу. И мы переходим к гандикап-матчу 3 против 1. От 3 оппонентов, постоянно передающих теги, Строуман отбивается как может. Во время пробежки вокруг ринга с шолдер-блоками Сезаро падает к фанатам. Численный перевес берет свое. Сначала Строумана кидают в стальные ступеньки, потом Накамура бьет коленом в затылок и следует удержание до 2. После этого Брона запускают в стойку ринга, Накамура добавляет киншасу. Швейцарец и японец поднимают американца в вертикальную стойку, а канадец пробивает хеллува кик. В это невозможно поверить. Первый титул Сами Зейну за 5 лет в основном ростере достается именно в этот вечер и именно так. Сам матч на 8,5 минут, конечно, невзрачный. На 1 звезду с четвертью. Ну что, в ожидании мейн-ивента? Я тоже. Начинают Руби и Наталья. Достаточно неплохо. Руби забирается на клетку и падает с Энтоном. Логан прекрасно входит в матч, сразу исполняет дабл-низ, а позже кроссбади с камеры. После Tower of Doom все участницы лежат на ринге. Выходит Бейзлер, проводит Йокозука Катер Логан, бьет коленом, фиксирует Кирифуда клатч, и у нас первая выбывшая. Та же комбинация на Riot. И есть вторая выбывшая участница в течение 1 минуты. Наталью она несколько раз бьет дверью камеры. И канадка тоже выбывает после Кирифуда клатч. Больше 3 минут Шейн разгуливает по пустому рингу. Вышедшую Морган бьет об решетку и об камеру. Добавляет удар коленом и фиксирует Кирифуда клатч, сидя на тернбакле. Еще 2,5 минуты Бейзлер не знает, чем себя занять. Аска продолжает орать на японском, стоя в камере. Публика явно не рада происходящему.
Одним киком в голову Аска все-таки попадает. Аска Лок не приводит к желаемому результату, и немного поработав над травмированной рукой японки, Бейзлер выходит на уже виденную нами 4 раза комбинацию и одолевает пятую участницу через 21 минуту после стартового гонга. Что ж, если командный матч Elimination Chamber наверняка побил все рекорды по прыжкам с камер, то этот был близок к побитию рекорда по самой короткой продолжительности. А если вычесть хождение Бейзлера по пустому рингу, то именно это и произошло. Идея матча понятна. Шейну хотели показать максимально мощный до предстоящего поединка против Бекки Линч, тем самым утратив весь смысл правил Elimination Chamber и сильно снизив интенсивность использования стальной конструкции. В итоге мы получили хорошее шоу со смазанным финалом. Лишь на одну звезду с 3 четвертями. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях и помните, когда вам станет грустно, на помощь придет рестлинг. Чао!